четкая, справедливая. Привет, это База. Я Никита Магутин. Я Анатолий Сулейманов. Мы в Кемерове, в парке Ангелов. Его разбили на месте торгового центра «Зимняя вишня», где 2 года назад, во время пожара, погибли 37 детей. То, что вы сейчас увидите, это не очередной криминальный репортаж, не расследование. Это история. История о том, как погибли люди, взрослые и дети. Погибли из-за чьей-то жадности и трусости. В этой истории вы увидите свидетельства и документы из материалов уголовного дела. Факты, которых вы ранее нигде и никогда не видели. На самом деле, мне кажется, что это история о том, как однажды вообще все, что только могло, пошло не так. И в вот это маленькое Кемерово пришла чертовски большая беда. Днем в субботу 25 марта 2018 года в «Зимней вишне» начинается пожар. Если быть точным, в 15:59. На время на камерах видеонаблюдения, не обращайте внимания, оно, как всегда, выставлено неверно. Внезапно на 4-м этаже торгового центра в детском активити-парке начинает гореть яма с разноцветными поролоновыми кубиками. Все происходит вот здесь, в дальнем левом углу. Лучшего обзора на очаг возгорания нет. Камеры в том месте, где как раз произошел пожар, установить не успели, по крайней мере, так говорят. Моментально этаж заполняется черным едким дымом, и больше мы ничего не видим. Люди бегут на лестницу к центральному входу, начинается давка. В это время в залах кинотеатра «Зимней вишни» заканчиваются 3 сеанса. Система оповещения не срабатывает. Билетерши забегают в кинозалы и кричат «пожар». Коридор кинотеатра также быстро заполняется дымом. Те, кто не успели выйти из кинозала, пока была хоть какая-то видимость, забаррикадировались в красном зале под номером 2 и до последнего ждали помощь. В кинозале в это время шел мультик «Шерлок Гномс». Большая часть зрителей – дети. На этом видео к «Зимней вишне» прибывает первая машина и так называемое звено Сергея Генина. 3 человека. Позднее следствие подробно разберет видео с камер. Фото-видеотехническую экспертизу проведет Институт криминалистики ФСБ. Каждому участнику этой сцены присваивают номер. Первый – это сам Сергей Генин. А объект номер 2 – это пытающийся спасти 3 своих дочерей Александр Ананьев. Честно говоря, неохота возвращаться снова в это. Это всегда очень сложно. Очень часто так делали, да, что дети шли в кинозал, я находился рядом, я их лично всегда заводил в кинозал. Бывало, часто садил, потом они сами научились это делать. И я обязательно их всегда встречал. В этот раз тоже доработали по стандартному, грубо говоря, сценарию, да, то есть я знал, что сеанс должен закончиться в 16:10, соответственно, в 16 я начал подниматься наверх, как говорится, все было тихо, центр работал в штатном режиме. В 16:02, когда я был на эскалаторе между 1-м и 2-м этажом, мне позвонила Ксения и по факту сказала, что папа, мне, кажется, у нас пожар. Я им сказал, что быстро выходите, я поднимаюсь, буду у вас через 20 секунд. 2 раза Ананьев пытался добраться до своих детей, в том числе ползком, но смог преодолеть не более 20 метров. Дышать было нечем. Выйдя на улицу и увидев пожарных, он бросается к ним. Вот эти кадры. Генину я сообщил, что на 4-м этаже в кинозале номер 2 находятся дети, и я знаю путь, короткий путь для того, чтобы их туда провести. Он сказал коротко, то есть они не говорят много, они говорят коротко, они говорят: понял, веди. Я его взял за плечо и буквально потащил туда наверх. Я был абсолютно уверен, что они пойдут за мной. Я рванул уже, там буквально заходишь на вход и влево уходишь по этой лестнице, поднимаешься по этой лестнице до 4-го этажа, и дальше там 15 и 25 метров. То есть весь путь 60 метров, да, то есть при этом лестница безопасна. Мы могли принимать
детей. Да, им только надо было вот эти 40 метров туда-обратно носить. Все вместе они заходят в здание и вроде вот здесь собираются двигаться за отцом, но тут появляется объект номер 5. Это охранник торгового центра. Он говорит Генину, что знает, где находится очаг возгорания. Звено быстро совещается, и Генин бросает охраннику: «Веди». После этого все звено бежит за охранником, а отец Ананьев бросается вслед за пожарными и умоляет их спасти детей. Но все бесполезно. Он бежит, молчит. Вот, я бегу и говорю: вы нарушаете инструкцию. Вы обязаны спасти в первую очередь детей, а потом приступить к тушению пожара. Понимая, что в этом коридоре никого нет, Генин поворачивается ко мне. Все дыхательные аппараты типа Омега оборудованы переговорным устройством. То есть, когда они говорят, их слышно отлично. И он мне четко сказал о том, что мы всех спасем, но сначала потушим очаг возгорания. Мы выбежали на восточную сторону. На восточной стороне, если посмотреть голову, на 4-м этаже тоже было одно техническое окно. Приблизительно расположение такое же, как и западное, то есть синхронно приблизительно. Из него буквально полыхало, то есть на метр выбивалось пламя. Я говорил: вы же не справитесь, у вас нету даже воды, спасите детей. Они молча побежали за Колобовниковым, поднялись грубо говоря, они избавились от меня, как от назойливой мухи. Типа, не мешай тут работать. После этого я уже понял, что Генин мне просто не поможет. Вот. Что он не собирается спасать детей. Этот неверный выбор, эта ситуация, собственно, и привела к тому, что Генина затем позже задержали. Если посмотреть на схему, то видно, что правильная лестница была совсем близко. Вот красная пунктирная линия. Звено же бежит за охранником через все здание на восточную сторону. Поднимается на 4-й этаж к выходу и обнаруживает: дверь заперта. По ходу движения мы все двери пытались пробовать открыть, хотя бы куда-то что-то попасть. Поднялись на самый верх, мы поняли, что все двери закрыты. Мы время терять не стали, поняли, что в принципе мы сломать эти двери не сможем. Мы вернулись назад к стороне ярче. В итоге звено Генина спасло только одного человека – Михаила Трусова. Этот мужчина, родитель, оставил в Красном зале 2 дочерей. Они теряли сознание, он сам начал терять сознание и решил, что может у него получится прорваться. Вышел из дверей Красного зала и практически сразу лишился чувств. Я еще раз подошел к водителю Евдокимову, который управлял лестницей, и сказал, что вы спасли моих детей. На что? Просто получил такой ответ, что всех детей спасли, всех вывели через центральный вход. Меня потом каждый охранник, знаете, не охранник, каждый пожарник, прям за честь, наверное, было им сказать, что детей вывели то в одно место, то в другое, то в школу. И я откровенно бегал вокруг, пытаясь их найти, и я понимал, что, это все. И где-то в 17:06 я позвонил супруге и сказал самые страшные слова, которые вообще можно произнести. Что все дети погибли. Первый осмотр следователи проводят 26 марта. Осмотр опасен для жизни, возможно обрушение. Гарь еще не выветрилась. Следователи то и дело выходят в коридор, чтобы восстановить дыхание. Поднимаясь по лестнице, следователи фиксируют, что все двери эвакуационных выходов с 1 по 4 этаж были закрыты. Их взламывали. Вот сломанный замок двери 4 этажа, у которой погибла большая часть людей. Пожарные, ломая дверь, загнули его в обратную сторону. Вот таким следователи увидели 4 этаж. Сотрудники ИСК по ходу фиксировали все, что может указать на причины пожара или на возможности его предотвратить. Вот здесь, например, на 4 этаже они заметили 2 шкафа с пожарными кранами. И смотрите на это фото. Вот кран с барашком для подачи воды. Сюда присоединяется пожарный рукав. Видите, резьба внешняя. А вот другое фото. Это сам рукав, и, как видите, резьба на нем тоже внешняя. То есть, что это значит? Это значит, что физически соединить их было нельзя. И такое в каждом пожарном ящике. Рукава просто положили для галочки.
Следователи идут дальше по коридору и находят на полу документы на имя Москаленко. История семьи Москаленко потрясла всю Россию. В этом узком коридорчике оказалась заперта семья из 4 человек. Отец Евгений, мать Олеся, 4-летняя Ксюша и 10-летний Сережа. Евгений Москаленко, понимая, что шансов на спасение семьи нет, разбил окно и выкинул в него сына. Вот это окно в материалах дела. Следователи рисуют стрелку и пишут: обозначенное окно на момент осмотра было разбито и обгорело. Полет вниз с 4-го этажа переломал 10-летнему мальчишке кости. Причинил травмы, но спас жизнь. Только что стало известно, состояние Сергея Москаленко улучшилось. 11-летний Сергей Москаленко, который с 25 марта находится в детской областной клинической больнице, через пару дней сможет самостоятельно ходить. А следователи идут дальше, к месту, где погибло больше всего людей. Тот самый малый красный кинозал. Тут нет крыши, она обрушилась из-за гигантской температуры. И вот такую схему они рисуют в тот день. Мы едем сейчас в поселок Трещевский. Это поселок, где погиб целый класс практически детей. Учительница, которая приехала с ними смотреть мультик в «Зимнюю вишню», она осталась жива, а дети погибли. Потому что она сама на мультик не пошла, она оставалась в кафе сидела. Вот, и, собственно, поэтому так все и произошло. А вы, когда приехали туда, что вы увидели? Бардак. В чем он заключался вообще, бардак? В чем? Пожарники ходили, как по-русски в штаны насрали. Они вот достали этот рюкзак. Чей противогаз? Мой, не твой. Там вот. Надо одеть, идти. А не было вот этого, знаете, рвения помочь. Шланги с водой, все как ежики. Вода льется, шланги дрявые, оборудование никакое. Мужчину снимали с крыши, застряла пожарная лестница. Они не могли ее отпустить вниз. Потом полез пожарник, ломиком там что-то монтажкой поковырял ее, кое-как они ее опустили. Скажите, а учительница? Ну, то есть учительница, которая была... Я так понимаю, что родители здесь не считают ее виновной? Нет. А она сама вообще как? Она, у нее наверняка есть Двое чувство семей вины. у нас винили ее. Угу. Одна семья как бы, смирилась с этим, а одна семья до сих пор ее винит. В чем вина? В чем вина? Ну, в смысле, ей надо было сгореть с детьми. А вот скажите, вы когда приезжаете, например, в суд, да, вы видите вот этих людей там, на скамье подсудимых, там Богданова, допустим, там Судинок, там этот пожарный Генин, там Техдир, Соболев, ну и так далее и тому подобное. Вообще, как они ведут себя? Много кто ведет себя нагло. А кто конкретно? Начальники МЧС, они вообще не виноваты. Они вообще себя виновными не считают, у них все это нормально. Генин тоже нагло себя ведет. Он считает, что он герой, вот он Трусова спас, запнулись они там в темноте. А до пожарной двери, как выясняется, там оставалось там шаги считанные, чтобы зайти в кинозал. Они туда не пошли, они его вытащили, не посчитали нужным туда пойти больше. Хотя они знали, что там дети, им все говорили, что там дети.
потому что дети до последнего по телефону общались. А как вы считаете, с чем это связано? Вот у Генина конкретно, он что? Это не его работа. Он просто ходил на работу, так деньги получал. Но по призванию он не спасатель. Нет. Хоть он там адвокатша таскает бумажки, он герой, он там 30 лет у него, ну не 30, я не помню, он долго работает в МЧС. Он не спасатель. Они людей не пустили, матерей, отцов. Хотя некоторые люди ходили туда по несколько раз, поднимались наверх. Он очень часто упоминает это слово: бардак, халатность. Вот мы ехали, да, мы обсуждали как-то про то, что, например, тот же пожарник Генин, да, что он сидит на скамье подсудимых, вот находится на этой скамье, незаслуженно, может быть. Что вся его ошибка была в том, ну, глобально, да, в том, что он выбрал неверный путь. Он послушал не того человека, не отца, а условного охранника, да. Мы так думали про Генина. А видишь, Андрей, отец погибшей девочки, говорит, что по большому-то счету, на его взгляд, вина Генина в том, что он выбрал не ту профессию. Потому что, по сути, он не являлся спасателем, Генин. Видишь, отец считает, что он не выполнил что? Он, если ты спасатель, и если там дети, то, соответственно, ты должен был умереть, но туда дойти. Да? И вся претензия родителей погибших детей к пожарнику Генину в том, что он не сделал максимум. Он не выполнил свой долг. Да, он не выполнил свой долг. Но этот долг он мог выполнить, скорее всего, погибнув. Ну, будем откровенны. Скорее всего, погибнув. И здесь, конечно, с одной стороны, можно ли требовать этого человека, а с другой стороны, можно ли требовать от этого человека, если он, во-первых, спасатель, а во-вторых, на кону дети. Ну, например, некоторые родители считают, что и учительница должна была там погибнуть. Видишь? Но она ведь не спасатель. Но погибнуть должна была. Мол, типа, ты же поехала туда с детьми. Ты сам как считаешь? Нет, я считаю, что, конечно, учительница не должна была погибать ни в коем случае. Вот. Во-первых, хотя бы потому, что она, помимо учительницы, там были ведь и родители тоже. Тогда уж и родители должны были погибнуть все, спасая своих детей. Если уж родители все... Я думаю, что родители были готовы к этому. Я учился в 6 классе, и нас повезли в кино. И с нами вместе были родители, там была моя мама, нас сопровождала от родительского комитета, и учительница наша. И вот родители действительно пошли сидеть в кафе. Но учительница осталась сидеть с нами в зале. Она никуда не ушла. И я помню, почему. Я помню, что мы смотрели какой-то мультфильм, и, естественно, ей на этот мультфильм было в высшей степени равнодушно и неинтересно. Но она сидела, потому что она знала, что она отвечает своей головой за нашу сохранность. Я не понимаю, как можно оставить... Я родитель, я не понимаю, как можно оставить детей одних в зале и уйти сидеть в кафе. Я вожу своих детей в кино, и я сижу с ними в кино. Я сижу с ними, потому что я знаю, что если что-то случится, им понадобится моя помощь. Или во всяком случае, мои мозги, что не надо так быстро, не одеваемся, ничего, просто в охапку раз-два и побежали. У тебя может быть высокий уровень тревожности. В конце концов, может быть, какие-то дети более самостоятельные, какие-то родители более, ну, я не знаю, там, относятся к этому, ну, не так, может быть, щепетильно, да, и в конце концов, ну, что такого, я тут рядом посижу, пока мои дети посмотрят мультфильм. То есть невозможно всю жизнь сопровождать ребенка и быть с ним везде. Из-за чего начался пожар? Сейчас мы вам покажем следственные эксперименты и выводы следователей, в ходе которых они пришли к той самой своей официальной версии причины пожара. Осмотр места мало что дал. Дело в том, что во время пожара была такая температура, что деформировались металлические конструкции. И, соответственно, следователи собрали вот остатки фрагментов, например, медных проводников и проводку, но установить, было ли короткое замыкание после именно таких вот
колоссальных термических изменений достоверно они не смогли. Пожар начался в активити-парке Круче. Вот так он выглядел до пожара. Первый в городе Кемерово активити-парк комплексный, в котором есть и веревочная трасса, и ниндзя-квест, и батуты, и скалодром. Женщина, которая рассказывает о нем, гендиректор Юлия Богданова, скоро окажется на скамье подсудимых и станет одной из главных обвиняемых. А вот и та самая яма с поролоновыми кубиками. Именно она загорелась первой. После поездки в село Трещевское мы встретились с инструкторами активити-парка Круче Катариной Легензой и Настей Шевелевой. Они своими глазами видели, как начался пожар, и проходят по делу как свидетели. Я отвечала за аттракцион «Веревочная трасса». Это препятствие для детей. Я следила за безопасностью детей, надевала страховку, объясняла инструктаж, как себя правильно вести. В какой-то момент я обернулась назад и увидела огонь. Но мне сначала показалось, и я отвернулась. А потом я поняла, что это на самом деле огонь, и я уже повернулась обратно и увидела, что там дети. Побежала за детьми. Увидела, что огонь там появился, и он начал очень быстро распространяться и в ширину, и в высоту. Я поворачиваю голову, и я вижу, что горит кубик. Один кубик? Да, один. Он прям сверху горел. А ты его запомнила? Да, и мне показалось, я думала, что не может же быть такого. И был рядом мальчик, как раз вот рядом с этим кубиком, он то есть смотрит то на кубик, то на меня. Я крикнула своего коллегу Сергея, то есть он резко сразу побежал, то есть я поняла, что это как бы мне не показалось. Особое внимание следователи обращали на то, что практически все, без исключения свидетелей, упоминали, мол, кубик, с которого начался пожар в поролоновой яме, горел сверху. Не сбоку, не снизу, а именно сверху. Внимательно изучив видео с камер, эксперты обратили внимание на время 15:59:15. В левом верхнем углу во время записи видно, как сверху падает какой-то светящийся предмет. Потом изучили это и поняли, что свечение нарастает. И, соответственно, сделали вывод, что сверху падало что-то горящее на эти самые поролоновые кубики. В итоге в СК сделали выводы, что вверху на потолке висели, и именно они и начали плавиться и гореть, поликарбонатные лампы модели Jazzway. В СК провели следственный эксперимент. Им нужно было выяснить, плавится ли поликарбонат, тот самый короб, у лампы Jazzway, да, которая была под потолком в активити-парке Круче. Что сделали следователи? Они подожгли зажигалкой вот этот самый короб. И в итоге, да, выяснили, что всего за 6 секунд горящие капли от этого короба, они стали отделяться и капать вниз. Отдельно нужно было понять, а сможет ли загореться кубик, когда вот эти вот капли, горящие от поликарбоната, будут падать на него, и как быстро пламя перекинется на другие кубики. Мы сейчас находимся в очень странном месте. Это заброшенный комплекс зданий где-то на Каширском шоссе. Собственно, у нас, вы видите, у нас вот есть огнетушитель, зажигалка, у Толи спички, кубики, и, посмотрите, мы закрепили лампу. Зачем мы все это делаем? Мы это делаем для того, чтобы повторить эксперимент следователей. Они приехали туда же, в тот же самый торговый центр этот, уже сгоревший, да, и установили вот лампу, которая, по версии следствия, начала гореть. Вот эта лампа, она та самая, один в один та самая, которая, по версии следствия, как считает следствие, да, загорелась и стала причиной пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Практически Посмотрим. те же самые кубики, да, кстати, и кубики, были да, в том да, самом и бассейне. те же самые кубики, то есть они говоря. мягкие, такая как пенка. Да, собственно, я думаю, что можно, наверное, да, давай начать. попробуем. Здесь Посмотрим, немножко наверное. ветрено, поэтому может сдувать огонь. О. Так, Теперь мне главное, чтобы мне на руку не натекло. пошла жара. Ну вот, собственно говоря, загорелся пластик. Посмотрим. Вот он загорелось, горит, на самом деле отлично, капает. И смотрим, что произойдет. У меня, если что, огнетушитель уже наготове. Да, кубик загорелся. А кубик у нас горит.
И вот, собственно, кстати, те самые, как говорили, вот эти, то, что лилось сверху с потолка. Капли. Да. Вот они, эти огненные капли. Как видите, кстати, уже горит не только один кубик, уже горят 3 кубика. Очень быстро распространяется и уходит в глубину. Собственно, расходятся просто моментально. Инструкторы, с которыми мы разговаривали, они говорили, что буквально побежали к билетным кассам в поисках огнетушителя, и уже горело. А потушить, кстати... Великолепный вкус. И, кстати, потушили бы они этот пожар очень быстро, если бы нашли огнетушители. Они там были, действительно, рядом с этим активити-парком Круче, с другой стороны. Но просто никто об этом, во-первых, не знал, во-вторых, они еще были завалены. Вот в чем проблема. Видите, это все можно было потушить очень быстро, и этого пожара бы не было. Вот, ну, остался бы след небольшой, и все. И обошлось бы это все, обошлись бы просто каким-то страхом небольшим. Почему, например, никому не захотелось вот быстро потушить его, ну, пока он был маленький, вот этот вот очаг, да, там 30 сантиметров в диаметре, там, или это не представлялось возможным по каким причинам? Я не знаю, я об этом на самом деле не думала, когда это все происходило. Я думала о том, что как надо спасти детей. Ну, а потом я знаю, что вот мне Настя, допустим, рассказывала, что она пыталась как-то его потушить, но не получилось. У меня первая мысль была, что можно затушить. Я не знала, где находился огнетушитель, но я побежала в сторону кассы. Думаю, там у кассира спросить, у старшего смены, где находится огнетушитель. Но когда я выбежала, то есть я повернула голову, и я поняла, что то есть уже огнетушитель там не поможет. То есть там все разгорелось очень моментально. Сказала, что ты не знала, где находится огнетушитель, но при этом ты инструктор по безопасности. Вам не показывали огнетушители? Нет, у нас не было инструктажей никаких, не проводили. А сколько ты по времени проработала? Где-то 5 месяцев. За 5 месяцев ни одного инструктажа нет? Нет. Почему загорелись лампы? Многие свидетели в материалах дела рассказывают, что они барахлили, то загорались, то выключались. Исследователи считают, что это могло быть из-за воды. Крыша протекала. Тут вот плохо видно, но на полу стоит тазик. С потолка иногда текла вода. Действительно ли это было так? Да, было такое. Ну, вот как часто это было? В какой-то момент практически было каждый день, так как была уже весна, это же март месяц, уже начала снег таять, с крыши как раз-таки вода лилась. И мы тогда подставляли какие-то тазики, чтобы не выпадало ничего. А вы где поставляли тазики? В районе вот вашего, вот где эти поролоновые... Нет, это вот где больше веревочная трасса вот была. Далеко это было от бассейна? Далеко веревочная трасса от бассейна была? Ну да, в принципе. А вот там в районе этих поролоновых кубиков не текло? Нет, не текло. Вторая версия. Лампа могла загореться из-за неправильного соединения. Чтобы проверить ее, в СК провели еще один следственный эксперимент и специально загнули стыки проводов, обеспечив плохой контакт на соединениях. Через 3 дня светильник у них загорелся. Эти лампы Джаз-В одни из самых дешевых. Их цена 600 рублей. И эксперты прямо в заключении пишут, светильники, мол, были изготовлены некачественно. Провода даже у новых ламп пережаты. И даже в штатном режиме они серьезно греются. Только что я рассказал вам про официальную версию следствия. Неофициальных очень много. Люди говорят о том, что это был теракт, о том, что сознательно кто-то пришел, поджег и так далее и тому подобное. Но есть еще одна версия, которой стоило бы уделить внимание. Это версия Евгения Полынских. Он организатор детских праздников. Он стоял в 3 метрах от того места, где начался пожар. По сути, как сам рассказывает Полынских следователям, и это есть в материалах дела, он смотрел на батуты, потому что там прыгали 2 детей, а по технике безопасности так делать нельзя. И в это время рядом с батутами, вот в этой как раз поролоновой яме с поролоновыми кубиками, стоял спиной к нему мальчик. Как говорит Евгений Полынских, мальчик, где-то 10-11 лет. Он стоял спиной к Полынских. В какой-то момент мальчик сделал вот так. Боком повернулся, и Полынских, боковым зрением сразу же обратил внимание, как он рассказывает, и увидел огонь. Начал гореть кубик фиолетовый, я по цвету помню, верхушка кубика. На тот момент я окинул взгляд через потолок, то есть капает оттуда что-нибудь, нет, горит, не горит, нет, ничего с потолка не капало и не было.
Полынских считает, что причиной пожара стал вот тот самый мальчик, который стоял к нему спиной в яме с поролоновыми кубиками. Евгений думает, что это была просто детская шалость. Ты побежал за огнетушителями, а их нет. Не было. После этого я побежал по всему этажу в поисках огнетушителя, кроме как автоматов, ну то есть мне ничего не попадалось. Полынский, когда вернулся назад, говорит о том, что огонь, это буквально, как он показывал, да, он взметнулся вот так наверх. Почему? Потому что Полынских уверяет, там вот как раз вентиляционная шахта. Именно она и спровоцировала вот то, что этот огонь стал очень сильно распространяться. Позже уже, когда я разглядывал фотографии вишни, где я стоял, за мной были 2 ящика. Это рукава пожарные и огнетушители, оказывается. Но я их не видел, потому что они были загромождены ненужными материалами. Столы сломанные, игровые автоматы сломаны. То есть вот все такое. Официальная версия, она, конечно, подтверждена следственными экспериментами, да, и действительно мы сами провели тот самый следственный эксперимент, повторили все, что делали следователи. Но я бы не стал все-таки, наверное, отменять версию Евгения Полынского, потому что вот он говорит о том, что я посмотрел наверх. С ламп ничего не падало, не капало. А мы убедились, что эти кубики на самом деле загораются очень быстро. Спичку кидаешь, можно бросить спичку сверху и все. И вот от этой самой спички все разгорится. Можно чуть-чуть подержать зажигалкой и все, оно моментально начинает загораться. Этот кубик, а потом от него все пошло сразу же. То есть для этого не обязательно капать огненным каплям откуда-то с потолка. А вообще главный вопрос, были ли шансы у людей, оказавшихся в Зимней Вишне, на спасение? Вообще, в принципе, могли ли они успешно эвакуироваться? Можно ли было избежать жертв? Для того, чтобы это выяснить, следователи воспользовались несколькими математическими моделями и программами, разработанными в США, которые позволяют смоделировать распространение огня и дыма в помещении. Это план 4-го этажа торгового центра «Зимняя Вишня». Собственно, вы видите, что здесь 5 эвакуационных выходов. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и вот он 5-й. На самом деле, неважно, сколько их было, потому что работал только один. Номер 2. Все остальные были заперты на ключ. Но даже если бы эти выходы были открыты, это ничего бы не изменило, потому что все они были завалены каким-то строительным мусором и использовались в качестве кладовых. Итак, следователи поставили перед экспертами 3 вопроса. Первый. Можно ли было эвакуировать людей, если 4 выхода были закрыты, но системы противопожарной защиты полностью выполнили свои функции? Второй сценарий. Можно ли было эвакуировать людей, если были открыты все выходы, но системы противопожарной защиты не работали? И третий, последний, самый идеальный. Можно ли было спасти людей, если бы все выходы были открыты, а системы противопожарной защиты работали идеально? А теперь самое время разместить на схеме посетителей, чтобы можно было понять, что вообще происходило и были ли шансы у людей. Но мы не знаем, сколько человек 25 марта было на 4-м этаже торгового центра, как не знали этого исследователи. И узнать это практически невозможно. Поэтому следователи использовали число 682. Именно на такое количество посетителей рассчитан 4-й этаж торгового центра «Зимняя Вишня». Это очень важный и очень любопытный момент, потому что если моделирование ситуации показало бы, что эвакуироваться 682 человека не успели бы, у проектировщиков и у архитектора были бы колоссальные проблемы. Начнем, само собой, с кинотеатров. Собственно, самый большой зал, там шел Тихоокеанский рубеж, 119 проданных билетов. Проданные билеты – это показатель того, сколько человек могло находиться в зале. Из этого зала 2 выхода – запасной и основной. Зал чуть поменьше, 118 проданных билетов, показывают кролика Питера. Запасной выход – основной выход. И самый маленький зал. Там показывают Шерлока Гномса. Всего 40 проданных билетов. Вот он, запасной выход, а вот основной. Все они ведут в коридор. Еще много людей находится возле катка, в игровой зоне, где, кстати, был как раз очаг, в кафе. Порядка 400 плюс-минус человек. Итак, давайте разберемся с первым вариантом. 4 выхода закрыты, как и было в реальности, но противопожарная система исправно работает. То есть дым удаляется и орет сигнализация. Вот такая картина через 208 секунд. Посмотрите на красный затор возле выхода. А вот так через 506 секунд. А вот полностью все выйти смогли бы лишь через 740 секунд. Или, проще говоря, 12 минут 20 секунд.
Важно понимать, что 12 минут 20 секунд – это идеальное время. На самом деле, обычно к нему специалисты накидывают еще 1 минуту, психологическую минуту, пока люди собираются с мыслями, собирают свои вещи и решают, что, собственно, пора бы спасаться от огня. То есть, по итогу, мы получаем 13 минут 20 секунд. Люди скапливались бы около второго выхода целых 11 минут. Шансов на выживание практически не остается. Итак, вариант номер 2. Все 5 пожарных выходов открыты, и люди равномерно начинают разбегаться по ним. К 4-му выходу, само собой, никто не бежит, потому что там огонь. Противопожарная система, кстати, не работает. Вот где находятся люди через 67 секунд после начала эвакуации. Вывод. В этот раз эвакуация проходит гораздо быстрее. Открыты 5 противопожарных дверей. На самом деле эвакуироваться можно только через 4, потому что возле 4-го выхода очаг возгорания. Туда никто из людей не побежит. Быстрее всех, всего 2 минуты, эвакуируется 3-й выход. Люди своими глазами видят очаг возгорания. Во всех остальных случаях мы к результату накидываем еще 6 штрафных минут, потому что, напомню, сигнализация не работает. В итоге на выходах скапливаются пробки по 8-9 минут. Выжить шансов тоже практически нет никаких. Итак, 3-й вариант, самый идеальный. Работает система противопожарной безопасности и открыты вообще все двери. 3-й вариант, конечно, получился идеальным. Самое долгое время на эвакуацию – это люди возле 2-го выхода. Туда все из кинотеатров идут. Это 4 минуты 20 секунд. Практически идеальное время, но может быть еще лучше. Это 5-й выход, 2 минуты 20 секунд. Выживаемость в этом случае составила бы почти 100%. Почему случилось так, что в Зимней Вишне не сработала противопожарная система? Почему эвакуационные выходы были перекрыты? Почему сигнализация не предупредила людей о начале пожара? Почему случилось так, что никто не был готов к тому, что произойдет? И кто ответственен за то, что люди погибли? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно посмотреть, а что же нарыли следователи? А следователи, например, осмотрели насосную станцию, которая обслуживала систему пожаротушения в Зимней Вишне. И выяснили, что вода в этой насосной станции, она вручную была перекрыта 3 задвижками. Якобы трубопроводы были деформированы зимой из-за замерзания воды в трубах. И вообще вся система целиком, она была неработоспособна. А на 4-м этаже вообще не было автоматической системы пожаротушения. Вот цитата из дела. На момент осмотра дисковые затворы находятся в закрытом положении. То есть воды после них не имеется. И в спринклерную систему вода не поступает. Таким образом, в случае возникновения пожара на 4-х, 5-х этажах отсутствовала система пожаротушения. А на 1-м, 3-м данная система не сработала бы, поскольку перекрыта подача воды на данные секции. Перекрыть задвижки можно было только ручным способом. Трубу обрезали пожарную, там вот надо было ей, начальнице, бутик открыть. Она пожарные трубы отрезала, там система водоснабжения. Сделала бутик, а пожарка зачем? Незачем. Практически все огнетушители в Зимней Вишне были просрочены. Какие-то проверяли 2 года назад, какие-то 4 года назад. Почти у всех стрелка давления лежала вот в красной зоне. Помните, мы рассказывали, как следователи во время осмотра Зимней Вишни на следующий день после пожара, 26 марта, наткнулись на пожарные ящики. И мы показывали вам тогда вот пожарные рукава. И резьба на кранах и на рукавах была внешняя. То есть их физически было невозможно соединить. И вот этот бардак во всем. Сигнализация в Зимней Вишне не сработала. Почему? Потому что до этого система очень много раз отключалась, отключалась сама по себе и без видимых причин совершенно. В итоге приехал накануне пожара в Зимней Вишне, приехал специалист из системного интегратора. Системный интегратор – это компания, которая отвечала за установку, за сервис, противопожарной сигнализации в Зимней Вишне. И специалист из системного интегратора по фамилии Никитин приехал для того, чтобы разобраться, а что, собственно говоря, происходит-то с этой сигнализацией, почему она включается сама по себе. Так вот, он долго ломал голову, смотрел в компьютер, что-то там делал, разбирался с системой и так далее и тому подобное. И в итоге отрубил эту систему навсегда. И вот показания охранника, который в момент, когда Никитин отрубал систему противопожарной сигнализации навсегда, находился рядом с этим Никитиным в одной комнате. Цитата. Он, Никитин, пояснил, что у системы просто слетела голова. Система заглючила, и что система звукового оповещения здания больше срабатывать не будет. После проделанных Никитиным манипуляций она действительно более не работала. То есть, получается, вот загорается, быстро распространяется пламя, а там, наверное, сирена реветь стала, оповещение. Нет, ничего не работало, ничего не сработало.
Никаких оповещателей, ни звуковых, ни световых, ничего не было. То есть сами бегали и кричали о том, что пожар, чтобы люди уходили. То есть сигнализация дважды срабатывала, ее починили, она работать вообще перестала, получается? Ну, как мы узнали, потом сказали, что ее отключили. Есть 3 человека, которых обвиняют. Это самые главные обвиняемые. Это Богданова Юлия, она, по сути, фактическая владелица здания, где находилась «Зимняя вишня». Потом это Судинок Надежда, это гендиректор. На нее были оформлены, можно сказать, что номинально, не номинально, да, юридические фирмы, которые управляли «Зимней вишней». И это техдир «Зимней вишни» Соболев. На самом деле в деле несколько вообще сторон, несколько обвиняемых. Их можно условно разделить на тех, кто плохо, по мнению следствия, сработал во время пожара, и те, из-за кого фактически и произошел этот пожар. То есть вот сейчас мы рассказываем как раз о тех, кто не следил за условной пожарной безопасностью, кто не организовал нормальные, извините, пожалуйста, пути эвакуации для людей, из-за кого были захламлены пожарные выходы, двери были заперты, не работала пожарная сигнализация. То есть вот эта вот троица, это как раз те самые люди, которые должны были заранее побеспокоиться о том, чтобы во время пожара никто не погиб. 60 человек – это вот на их совести абсолютно. Если изначально все, по сути, и пострадавшие, и обвиняемые, да, они все шли на контакт и рассказывали о том, что там, приводили свои какие-то аргументы, доводы и так далее и тому подобное, то вот сейчас, спустя 2 года, можно сказать, кстати, благодаря адвокатам все-таки еще тоже, да, все практически закрылись. И многие обвиняемые, и многие пострадавшие закрылись, и не хотят рассказывать ничего, поэтому тоже можно сказать, что сам по себе процесс вот этот вот... Он сложный, но сложный, закрылись да. все, но вот есть, например, среди страны обвиняемых есть такой человек, вот он супруг Надежды Судинок. Андрей Казанцев, да, мы с ним как раз вот сейчас должны встретиться. Снимать меня не надо, сразу говорю. Иначе у нас ничего не получится. На самом деле, там сверху ничего не капало. Мы сделали экспертизу этого видео. Не сами. Мы тоже просили один из институтов, только другого МЧС. Ну, не МЧС, а другого направления. Эти же капли были и за полчаса до, эти же капли были и за 2 часа до, и эти капли были даже и за день до. Это не капли. Что это? Секундочку. Это ребятишки прыгают. Подкидывают кубики, прыгают со стенки скалолазания туда. И коли уж камера стоит далеко, и разрешение маленькое, качество плохое. У кого-то рука, у кого-то белая маечка. То есть эти капли не излучают свечение. Все очень просто. Вот и все. Никто этой экспертизы, хотя мы ходатайствовали о том, чтобы они провели ее, все отметается. Сейчас для суда, как суд это озвучил, но я сам этого не слышал, мне сказали там через адвокатов, что нас, говорит, не интересует причина. Неважно, по какой причине произошел пожар. Вообще. По какой причине люди оттуда не вышли. Почему они не смогли выйти. Вот в чем причина. Вот только за это их судят. Надежда – это наемный работник. Когда я туда Богдана позвала, значит, ты ко мне сюда пойдешь работать, точно так же будешь ту же самую работу делать, что и на КХВ. У Волкова, да? Надежда на всю жизнь занимается персоналом. Ты, говорит, будешь у меня здесь делать все то же самое, что и там. Мне тоже здесь нужна работа с персоналом. Если там он более-менее какой-то постоянный, то здесь в основном молодежь пришла-ушла, то есть какую-то работу надо проводить. То есть работа с персоналом. Все не вопрос. Ладно, она согласилась. Тут вопросы вроде как и даже мне следователь задавал, в каких они отношениях были. Дружеских абсолютно нет. Она несколько раз домой приходила, ревела. Я говорю, не знаю, что делать. Я говорю, увольняйся. Что делать? Что их терпеть-то? Богдану. Увольняться хотела? Да, накануне маленько не успели. Я точно знаю, Следственный комитет точно знает действительную причину. ФСБ точно знает, мне уже сказали. Оттуда сверху, через там знакомых, они тоже знают, но все об этом молчат. Никто об этом не говорит. Какая причина? Это здание сожгли целенаправленно и подготовлено.
То есть, ну, как хотите, это теракт, можете так назвать, но здание сожгли. Ты вообще ему веришь? Вот он принес экспертизы, он говорит о том, что это теракт или сознательный, умышленный поджог, да? Я считаю, что Андрея можно понять. Это позиция отчаявшегося человека. Это позиция человека, которому некуда поддаться, которому очень хочется, чтобы была какая-то еще правда, кроме той ужасной, плохой правды, что его гражданская супруга своим халатным отношением к работе может иметь непосредственное отношение к гибели, такого количества народа, такого количества детей. И ему очень хочется донести какую-то вот, чтобы появилась какая-то правда, чтобы в нее поверили, чтобы вот, ну, например, вот теракт, кто-то проник, перерубил топорами кабеля, что-то там поджег. Баллончиков накидал. И вот Да. он на самом деле сам в это, если честно, мне показалось, что он сам до конца в это не верит. Мне, например, кажется, что вот та же Надежда Судинок, даже если бы что-то хотела сделать по своим обязанностям, да, генерального директора, она бы этого сделать не смогла, хотя бы потому, что, решала все-таки, как мне кажется, Богданова, это действительно, это вытекает. Богданова экономила деньги, совершенно однозначно. И Судинок, даже если бы сказала, слушай, Юлия, у нас тут с сигнализацией беда, швах полный, давай-ка поменяем все, у нас она тут не работает, у нас она отключается, в конце концов, что за фигня? Если что, вдруг придет МЧС, меня же тут нагнут и так далее и тому подобное. То есть даже при этом, при всем, Богданова бы не пошла на вот это все, не поставили бы сигнализацию, ничего, потому что Надежда Судинок – это номинальный так называемый генеральный директор. Она ничего не решает, совершенно. И таких генеральных директоров номинальных в России просто до хрена. То есть быть номиналом – это такое очень хорошее алиби, да, получается, по-твоему? Я понимаю, о чем ты говоришь, но мне кажется, что это стоило бы учитывать. А мне кажется, что в первую очередь здесь нельзя учитывать, надо размазывать по жести. Почему? Потому что, значит, что в следующий раз вот такой же подобный аналог и номинал задумается, прежде чем сидеть вот так же на такой должности. Прошло 2 года. Подожди секундочку. Нет, видеть о том, что знать о том, что у тебя не работает твоя сигнализация. Подожди. Хорошо, прошло 2 года. Ты что, реально думаешь, что номиналы по регионам России, коих, собственно говоря, может быть, даже и увеличилось число после этого. И это никак не связано, конечно, просто увеличилось, потому что, оно увеличилось. Номиналов много, да? Ты что думаешь, они задумываются? Наша страна вообще такая, что здесь все работает, и здесь мы делаем вид, что ничего плохого не происходит до тех пор, пока не происходит пиздец. То есть вспомним, что у нас произошло. Сгорела зимняя вишня, по всей России стали проверять торговые центры и стали за ними следить. Условно, утонула подводная лодка Курск, мы стали проверять, что у нас там с подлодками, я утрирую, конечно. Но ты, Надежда, он же нам сказал такую классную штуку, она все уходить собиралась, и вот не успела. Все уходить, да она так бы и оставалась там. Она так бы и собиралась бесконечно уходить, и так бы и продолжала там работать. Потому что бабки-то капают, идут, а, собственно, и решать особо ничего не надо. Да я же ни за что не отвечаю, что с меня, взятки гладкие. Вот теперь ты ни за что не отвечаешь, сидя в камере. И это очень-очень хорошо, что она сидит. Потому что, возможно, в следующий раз кто-то подумает, прежде чем вот так, чтобы вот так дети сгорали в гребаном зале. Потому что ты, Надя Судинок, решила, что ты ни черта не решаешь. Здравствуйте всем, это Игорь Востриков. Я сейчас нахожусь в этой зимней вишне, в красном зале. Следователи мне сказали то, что на местах никто не сидел. Вот здесь вот 7 тел было, и я сейчас, не знаю, молю Бога, если он есть. В общем, среди них я, по описанию младшего своего сынульку опознал полностью, он подходит. И надеюсь, все-таки все детки вместе мои сидели. И здесь вот тела как-то сохранились. Вот сейчас пытаются отмазаться. Посмотрите, говорю, материал я выложил. Про охранника, который там сам отключил эту систему пожаротушения. Я еще раз хочу сказать, ее здесь нету. Единственное, что здесь по потолку есть, это вентиляция. Я это просто так не оставлю. Все виновные понесут наказание. Все. До единого. Здесь следственная группа работает, 100 человек. Пройдут по всей цепочке. Начиная с тех, кто давал решение, кончая теми, кто должен отслеживать за безопасностью,
этим ЧОПом, который там сидел и кнопку не нажал вовремя, сотрудничать и так далее. Пройдут по всей цепочке. Путин, когда сюда прилетел, он сказал, что пройдемся по всей цепи. По всей цепи. Не номинальных, кто на местах сидел, их возьмем, сгребем, а пройдемся по всей цепи. Это означает, что за Комковой это там целая банда ОПГ. Она не одна работала. Мы в России живем. Она не одна работала. За ней там лица, круг лиц. У нее предшественник был, который тоже должен сидеть в тюрьме. Я просто, не хочу называть фамилии. И я это все ранее озвучивал. Просто так вот, абстрактно, да? Предшественник был. Вот это называется пройтись по всей цепи. Приехали и начали все быстренько. Этих всех действительно быстренько взяли. Но, вот он момент этого но. Стоило ему только от нас отвернуться, и все. Как только он отворачивается, его указания не выполняются. Когда он непосредственно смотрит, все происходит, все делается. Только стоило ему отвернуться, забивается болт. Почему тогда я полез во все камеры? Человек я любопытный и наблюдательный. Мне уже 4-й десяток на тот момент было. Я видел, как у нас вообще, включая историю про Чернобыль и прочие дела, как у нас все замалчивается. Я все понимал, все осознавал, причем я через час уже понял, что они погибли. И только из-за этого я полез во все камеры. Во все. Я помню, на митинге, наверное, 13 интервью дал. Каждому, чтобы все слышали. Дети умерли, их уже не вернуть. Нам нужна четкая справедливость. А мое мнение, виновато все правительство, которое довело страну до ситуации. Пожарных расчетов не хватило. Вертолетов нет в самой богатой стране. А почему? А вы можете мне ответить, почему? А вот теперь самый итог. Я здесь сказать, что для того, чтобы сказать, что несмотря на то, что я вызывал такой резонанс, получается, толку никакого не было. Потому что вот номинально взяли людей, по цепочке не прошлись, а обошлись одним звеном. То есть я обманут нашим президентом, я обманут нашим губернатором, который меня, надо ему отдать должное, он с нами то есть действительно успокаивал, возился, все помощь, все помогал, да. Но он сказал, что мы абсолютно всех накажем. Всех. Я сюда пришел новый, я понимаю, что у вас здесь бардак. Мы сейчас по всем пройдемся. Все будут наказаны. А кто у нас наказан? У нас мэр по-прежнему мэр. Предшественник вообще тоже сидит хорошее место, в смысле не мэра, а Комковой. Все вообще на своих местах сидят. Да, изменения какие-то были, когда под себя, как говорится, делали, да, кто-то в отставку ушел, кто-то уехал, кто-то еще как-то, но это речь не про зимнюю вишню вовсе. Она забежала, громко закричала, дети услыхали. А сама забежала, может быть, 2 шага крикнула маленечко и убежала. На самом деле она же не признается в этом. Охраняли торговый центр, который 23 тысячи квадрата, 3 охранника.
Я считаю, наверное, больше виновных те, которые вот сидят за взятку, и плюс те люди, да, плюс те люди, которые не сидят. Кто именно? На твой взгляд? Это половина наших чиновников, которые принимали на тот момент «Зимнюю вишню». Когда у тебя $1 миллиард, ты как минимум имеешь возможность занести. Обращусь ко всем, кто смотрит. Поднимите волну. Давайте сделаем так, чтобы виновные реально понесли наказание. И выявлены все виновные. И чтобы все они понесли справедливое наказание. Я больше не хочу. Мне надо, чтобы ответили за гибель моих детей.